Ну что же, наш трехдневный заезд по Телецкому тракту завершен. Сегодня с утра мы переправились на южный берег Телецкого озера. Дорога была довольно долгая, примерно 5 часов. По расстоянию прошли по воде около 80 километров. По прибытию никак не могли выехать, наслаждались видами, встретившими нас. Но спустя 1,5 часа все-таки собрались силами и отправились дальше. Практически с самого берега за нами увязался очень милый пес. Он нас сопровождает всю дорогу. Когда проезжали стадо коров, которые прямо расположились на дороге, он их разогнал для нас, чтобы мы беспрепятственно прошли их. В общем, такой компании невозможно не порадоваться. Вышло солнышко. Решили, что пора помазаться кремом от загара. Наш верный друг терпеливо ждет, когда мы закончим процедуру. Оказавшись после переправы на южном берегу Телецкого озера, я замерла в изумлении, закинув голову вверх и устремив взгляд на самые вершины гор, что нас окружали. Они были повсюду, на все 360 градусов. Ком подступил к горлу, и глаза наполнились слезами счастья. Время остановилось. Словно в сказке мы продолжили свой путь. Знаете, перед глазами стояла та самая реклама, где альпийские луга и буренка. Долина реки Чулышман – самое впечатляющее место, что я когда-либо видела. Мы ехали все дальше и дальше. Нас сопровождали лошади, коровы, собаки, зеленые поля и величественные горы, огромные валуны и кристально чистая река. Эта дорога была нереально головокружительна, причем в буквальном смысле. Ближе к вечеру поднялся ветер и начинал моросить дождь, а силы уже покидали. Я заметила, что Антон немного отстал, поэтому остановилась перевести дыхание и заодно подождать его. Немного погодя, оглянулась назад. Горы, словно мираж, то становились ближе, то отдалялись. Голова закружилась, рассудок затуманился, и я упала на камни. А велик со всем его грузом грохнулся прямо на меня. Время 9. Готовим свой ужин. Впервые на горелке. Что, покажем ужин? В предвкушении ризотто с курицей. Посмотрим, что из этого получится. Вот так вот сидим. Уютненько в палаточке. Да, действительно уютненько. Прячемся от ветра. Который, кстати, стих вроде бы. Да. Прятались до этого, значит. Закипает. Да. Сейчас будем засыпать. Доброе утро. Сегодня 5-й день нашего похода и 3-я ночь в палатке. И она оказалась самой сложной для меня, так как я сильно замерз, то ли из-за ветра, то ли все-таки из-за того, что мне достался надувающийся матрас, который практически сразу сдувается. Было сложно, но сейчас вот уже наконец-то согрелся. В целом мы с Ксюшей уже привыкли к
походным условиям. Довольно быстро собираемся, довольно быстро раскладываемся. Так что делаем успехи. Прям кристальная водичка, да? Это точно. Причем любая река, любой ручеек с идеально прозрачной водой. Прозрачная. На 4-й день мы впервые воспользовались горелкой и своей посудой, своими сублиматами, которые взяли. До этого возили их в холостую, получается. Кушали в кафешках, в столовках. Просто получается так, что кругом магазины, в которых есть выпечка какая-то, также есть столовые, поэтому у нас не было нужды доставать, готовить самим, тратить на это время. Мы и так пытались акклиматизироваться к новым реалиям жизни. Тут даже дело не в том, что нам попадались какие-то столовые, кафешки. Скорее то, что мы были до невозможности уставшие, мы проходили столько километров, и даже было уже не до еды. Хотелось скорее лечь, отдохнуть. Пока с погодой нам очень сильно везет. Сегодняшний день не стал исключением. Единственное, конечно, ночами очень холодно. И вчера еще накрапывал дождик пару раз за день. Но тут уже ничего не поделаешь. Ведь наступили первые дни осени.
После очередной проехавшей мимо нас машины, я смотрел на клубы пыли, что она оставила позади себя, и думал, каково это оказаться в столь невероятных местах и при этом быть за рулем авто. В полной ли мере ощущается масштаб окружающей здесь природы? Можно ли без остатка окунуться в ее красоту и прочувствовать каждой клеточкой тела, единение с собой и миром вокруг? Пешие путешествия и велосипедные бесспорно помогают всего этого достичь. Днем, во время пути, более остро ощущается яркое палящее солнце, порывы ветра, ледяная вода, добытая из ручья, а ночью холод от земли и звенящая тишина. Или вместо нее капли дождя, стучащие о тент палатки, а под этот аккомпанемент тоскливые завывания собак где-то вдали. Внутри в такие моменты ощущение безграничной свободы. Но все-таки скорее важно не на чем путешествуешь, а как. И в большей степени все зависит от собственного жизневосприятия. Я уверен, что и в путешествии на авто можно получить все, чего так не хватает душе, растворяясь в каждом его моменте. Путешествие прекрасно в любой своей форме. Хотите яблоко? Здесь есть какой-то подвох? Нет. Хотим. Попугайте моё. 150 рублей. Да это же подвох получается. Нет. Это Они вкусные. взаимовыгодный бизнес, да? А давай за 100. Да, хорошо. Держите. Спасибо большое. Ну вы поделитесь между друг другом, пожалуйста. Хорошо. Ладно? Все, договорились. Все. Хотите еще? Нет, нам хватит. Нас же двое всего. Ну ладно, пока. Пока. Счастливо. Вчера мы с Ксюшей очень мало проехали. Была достаточно плохая дорога, вся покрытая речными камнями. По сути, там нормально ты и не разгонишься. Поэтому сегодня пытаемся сейчас с ней наверстать. Едем с 10 часов, практически не делая остановок. Конечно, плохая дорога. Это все-таки нам не оправдание, но нам оправдание другое. Это то, что когда мы причалили к южному берегу Телецкого озера, мы останавливались, наверное, каждые полчаса и не могли налюбоваться великолепием гор вокруг. Сейчас уже потихонечку с пейзажами свыклись. Все-таки они все равно в какой-то степени похожи друг на друга. Поэтому ехать не останавливаясь уже чуть полегче. Вчера мы проехали всего 26 километров. Сейчас время 2:30, и мы уже практически проделали этот же путь. Там на горе в ущелье каменные грибы. Чтобы до них добраться, нужно переправиться через реку. Мы уже не стали этого делать, так как время поджимает. Поехали дальше. А вы уже второй, кого мы за сегодня встретили. Как это вас сюда занесло? Вы откуда едете? Мы из Горно-Алтайска, сами из Башкирии, из Уфы. А Так вы? в ту сторону, да, пытаетесь? Да. Ой, вы зря поехали так. Сложно будет, да? Это замучитесь. А но подниматься на Катуирык, это вообще, прямо скажем, пешком придется. Ну как? Мы и здесь пешком Ну, поднимаемся. вам в основном пешком и придется. Вдвоем, значит, да? Да. Отчаянные товарищи. Ладно, посмотрим, как оно пойдет. Ну, вот, экипированы вроде неплохо. Тут Группа. Тяжко. Пока позади. Да, там где-то едут. А вы поскольку в день обычно проезжаете? Да мы помаленьку, ну, получается? сегодня вот
45, по-моему, всего. Ага. То есть небольшими перебежками. Угу. Ну здесь особо большими-то не получается по такой гравийке, наверное. У нас пока еще 40 нет. Ну, Километра сегодня через нету. 4 будет. Когда мы ехали по Телецкому, там-то вообще мы... Там по асфальту 70. ехали, да, по А Телецкому. там дальше... А, с той стороны, в смысле? Да. Ну там-то, конечно. А вы там как? Вас А заберут? нас забирают, да и все. Мы Ага. до парома, потом на пароме переправляемся, там баня, ночуем и с утра Мгм. отчаливаем. Вот как вот, который этот, возле каменных грибов, Сергей. Встретили Да, его? тоже. Сергей? Его заберут Сергей оттуда. его, из Самары. А, говорит. из Самары, значит, Да, да. не тот. Просто я знаю Сергея с Новосибирска, тот тоже все время одиночка путешествует. Ага. Ну ладно, счастливо вам, добра. Ага, спасибо большое. Чувствую я вам, конечно. Всего доброго. Правильное направление. Здравствуйте. Много вам осталось. Хорошо. Добрый день. Как известно, Республика Алтай славится не только своими величественными горными массивами, но и, конечно же, бесчетным количеством водопадов. И вот мы смогли добраться до одного из них. Также есть водоскат Учар в районе Каменных Грибов. Туда мы могли бы в теории сделать радиальный выход. До туда, насколько я знаю, около 10 километров. Но опять же, все сводится к ограниченному отпуску. Поэтому мы проехали дальше. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. My mind holds the key. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. I'm standing on the stage of fear and self-doubt. It's a hollow play, but they'll clap anyway. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. My mind holds the key. My mind holds the key. My mind holds the key. I'm living in an age that calls darkness light. Though my language is dead, still the shapes fill my head. I'm living in an age whose name I don't know. Though the fear keeps me moving, still my heart beats so slow. Расположились прямо на берегу Чулышмана. Вот здесь на берегу, на песочке, стоит наша палатка, а здесь река. Наш день завершается прекрасным ночлегом у берега реки Чулышман. Мгм. Самое шикарное место. А завтра мы должны увидеть долину реки Чулышман. Будем двигаться в направлении ее.
Ксюш, выходить будешь, обувь хорошо вытряхни, ладно? Чтоб крабики все выбежали. My body is a Шеф-повар, что мы будем есть сегодня на завтрак? Готовил ты свою долгожданную яичницу. А шеф-повар ты. Я только кофе 3 в одном засыплю, такая горячий кипяточек. Это точно. Наша первая походная яичница. Сейчас будем дегустировать. К сожалению, она без соли. Ну, это поход. Что ты хочешь? И соль никакая не нужна. Нет, соли было бы еще вкуснее, конечно. Тоже неисправимый просто. Целый желточек достался. Я же почти не сгорел, поджарилась, да? Так вот сюда. Там, где 1 сентября было, помнишь? Там школьники. Ой, тогда там, Тогда же мы тогда чистили. там я топлю за пирожок с картошкой. Правда, мало его Свеженький было. то, что был. Не знаю, я как раз. Вот именно. Я надеялась, что ты оставишь все-таки. Не, вообще лучше тогда позавтракать. Лучше, чем сейчас. Сейчас, в смысле, хорошо, но мало. Не наелись.
Наверное, что-нибудь там дальше будет. Куплю еще выпечку. Все-таки там уже достопримечательность всего Алтая, можно сказать. Мы позавтракали, на десерт съели пару яблок, купленных у юных предпринимательниц из деревни Ковова. Сегодня нас ждет серьезный подъем на долину реки Чулышман. Я думаю, что мы его преодолеем с честью все-таки. Подъем мы действительно преодолели с честью. Нам помогли добрые люди. Посадили к себе в газельку. Причем мы с нового подъема даже еще не добрались. Мимо проезжала газель и предложила нам подвезти до верха. Вот это подъем. Мы на вершине перевала Катуй-Рык. Посмотрели на подъем из окна машины. Самим бы нам пришлось очень тяжело, конечно. И дело даже не только в подъеме, хотя он тоже безгранично огромный, но и в том, что временами дорога очень узкая, много пыли. Поток машин там есть. Это был бы маленький ад для Вся нас. эта пыль поднимается. Надышались бы мы там, конечно. Оказались в нужное время в нужном месте. Встретили доброго человека. Всех, кого мы встречали на своем пути. Все очень дружелюбные, открытые, прям помогают, подсказывают. Очень доброжелательные люди, да, здесь. Спасибо алтайцам, местным жителям за это.